В бескрайних просторах Арктики, где ледяные равнины тянутся до самого горизонта, а морозный ветер беспрерывно гуляет над снегами, молодая белая медведица заботилась о своих двух маленьких медвежатах. Детеныши были еще совсем юными, неуклюжими и полностью зависели от матери. Все утро они жалобно попискивали от голода, прижимаясь друг к другу возле небольшой снежной гряды, которая служила им укрытием среди суровой ледяной пустыни. Медведица понимала, что малышей необходимо накормить как можно скорее. Она внимательно прислушалась к окружающим звукам, уловила направление ветра и осторожно поднялась. В условиях Арктики любая ошибка может дорого стоить. Здесь каждый шаг требует сил, а опасность может появиться совершенно неожиданно. Перед уходом мать нежно коснулась носом своих детенышей, словно обещая, что обязательно вернется. Медвежата проводили ее взглядом и остались ждать среди снега и льда. Целью медведицы была охота на тюленя. Именно эти животные составляют основу рациона белых медведей. Она направилась к участкам льда, где находились дыхательные лунки. Именно там тюлени время от времени поднимаются на поверхность за воздухом. Медведица двигалась предельно осторожно и практически бесшумно. Ее широкие лапы не проваливались в снег, а превосходное обоняние помогало улавливать запах добычи на большом расстоянии. Однако в этот день охота складывалась непросто. В некоторых местах лед был слишком тонким, ветер постоянно менял направление, а тюлени проявляли особую осторожность. Медведице приходилось долго ждать. Она часами неподвижно стояла возле одной из лунок, сохраняя терпение и расходуя последние силы ради своих малышей. Пока мать была занята поиском пищи, далеко позади разворачивались тревожные события. Рядом с местом, где остались медвежата, появились незнакомые силуэты. Сначала показалась одна тень, затем вторая, третья и еще несколько. Это была стая волков. Хищники медленно приближались к снежному укрытию. Их серые фигуры почти сливались с окружающим пейзажем. После долгой зимы волки испытывали сильный голод и искали любую возможность добыть еду. Беззащитные медвежата оказались им легкой добычей. Малыши заметили движение и сразу почувствовали тревогу. Они начали испуганно пищать и теснее прижались друг к другу. Детеныши еще не понимали всей опасности, но инстинктивно чувствовали угрозу. Тем временем волки окружали их все плотнее, внимательно осматривая местность и пытаясь убедиться, что взрослой медведицы поблизости нет. Один из волков сделал осторожный шаг вперед. Затем еще один хищник приблизился немного ближе. С каждой секундой кольцо вокруг медвежат становилось все уже. Казалось, что трагедия неизбежна. Но в этот самый момент далеко на охоте медведица внезапно насторожилась. Она подняла голову и замерла. Ветер принес ей запах, который невозможно было перепутать ни с чем другим. Это был запах опасности рядом с ее детенышами. Материнский инстинкт оказался сильнее голода и сильнее любой добычи. Не раздумывая ни секунды, медведица отказалась от охоты. Она резко развернулась и устремилась обратно через ледяные просторы. Огромное тело стремительно неслось по снегу, поднимая облака ледяной крошки. Ее вела только одна цель — успеть защитить своих малышей. Тем временем волки становились все смелее. Один из них уже приблизился почти вплотную к медвежатам. Казалось, что нападение начнется в любой момент. И вдруг над арктической равниной прокатился мощный рев. Из-за снежного гребня появилась медведица. Она неслась вперед, словно настоящая снежная буря. Огромная, сильная и яростная, она была готова сражаться до конца ради своих детенышей. Волки мгновенно поняли, что ситуация изменилась. Перед ними больше не было беззащитных малышей. Перед ними стояла взрослая белая медведица, один из самых опасных хищников Арктики. Медведица поднялась на задние лапы и издала громогласный рев, эхом разнесшийся по ледяным просторам. Затем она резко бросилась вперед и с силой ударила лапой по снегу. В воздух взметнулось облако ледяной пыли. Большинство волков сразу начали отступать, однако один из них все же решил проверить ее силу. Он сделал резкий рывок вперед, надеясь застать противника врасплох. Но это решение оказалось ошибкой. Медведица молниеносно ответила мощным ударом лапы. Волк едва успел увернуться и отскочить назад. После этого сомнений у стаи не осталось. Волки поняли, что рисковать жизнью ради такой добычи не стоит. Один за другим они начали отходить. Сначала медленно и осторожно, затем все быстрее. Вскоре их силуэты растворились среди ледяных холмов и исчезли из виду. На равнину вновь вернулась привычная тишина.
Медведица тяжело дышала после стремительного бега и готовности к схватке. Она подошла к своим медвежатам и внимательно осмотрела каждого из них. Малыши радостно запищали и спрятались в ее густой белой шерсти. Мать осторожно обнюхала детенышей, убеждаясь, что они не пострадали.